Продвижение в Google картах без рекламы дает результаты в 3-5 раз хуже. Большинство думает, что достаточно заполнить профиль и ждать. Ждать и молиться. Правда в том, что органика — это подготовка, а реклама — это постоянный, предсказуемый, непрерывный, увеличивающийся поток клиентов. В этом видео покажу, как запустить рекламу в Google картах с бюджетом от $50 в месяц и получать звонки уже в первые недели, а иногда даже в первые дни. Итак, любое продвижение на Google картах состоит из двух компонентов. Первый компонент — это подготовка профиля, второй — это реклама. Если мы говорим о только подготовке профиля, то при качественной подготовке результат будет. Будет он через 2-4 и далее недель. Но он будет в 3-5 раз слабее. Правильный подход для тех, кто нацелен на прогнозируемый рост, это сначала качественно подготовить профиль, а потом запустить на него рекламу. И тогда это работает синергетически. Реклама работает постоянно, усиливая органику. Органика растет, реклама дает поток. Причем это тот самый случай, где появляется кольцо обратной связи. Чем больше рекламы, тем больше пользователей, тем больше посещений точки и отзывов. Чем больше посещений точки и отзывов, тем выше позиция в органике. Чем выше позиция в органике, тем лучше Google отображает, опять же, тем больше отзывов, тем лучше Google отображает карточку, тем лучше будет эффективность рекламы. То есть единожды запустив этот цикл, он будет только взаимоусиливаться при каждой итерации. И самое классное, что инвестиции в рекламу на Google картах, они могут быть абсолютно минимальные. Даже $50-100 в месяц достаточно. И один клиент, одна продажа из Google карт окупает весь бюджет. То есть это очень грамотная инвестиция, но не расход. Проблема есть в том, что Google убрал тип рекламы локальной компании. Раньше был тип рекламы, ты нажимаешь локальные компании, все запускаешь, все работает, все круто. Как альтернативу Google оставил нам компании под названием Performance Max. Но проблема в том, что Performance Max показывает компанию везде. И в поиске, и в YouTube, и в Gmail, и в Медике, и в карте, абсолютно везде. И доля показов на картах, она абсолютно минимальная. То есть вы платите за показы везде, но в целевом месте, где вам нужно на картах, показывается минимум. И Google сам решает, как перераспределять бюджет. В итоге высокая стоимость, 500, а то и $1000 в месяц. Но пропорция на Google карты это те же $50-100, то есть 10% от этого в лучшем случае. То есть для локального бизнеса это довольно-таки дорого. Но есть альтернатива, умные компании, когда можно показывать целенаправленно на Google картах. Проблема в том, что из обычного интерфейса Google Ads умные компании запустить больше нельзя. И их можно запустить только особым образом или через интерфейс умного аккаунта, который создан только для этих целей. Там вы можете контролировать бюджет, географию, там конкуренции очень мало, потому что мало кто знает про этот способ. А если низкая конкуренция, значит низкая стоимость клика. И бюджет минимальный $50-100 будет абсолютно достаточен. При том, что вы грамотно таргетируетесь по районам или по почтовым индексам или в радиусе вокруг точки. Фактически показывая свою рекламу только тем, кто рядом с вами. И на самом деле создание новой компании, как я сказал, невозможно осуществить. То есть сразу я предугадываю кучу комментариев. Нету такой компании, нету умной компании. Да, нету. Как я уже сказал, можно создать лишь двумя способами. И один из них это создание полностью нового аккаунта Google Ads. И настройка этого аккаунта в режиме Smart. В режиме не режим эксперта, о котором я говорю в других видео, а в умном режиме. Пошагово. То есть вы задаете данные компании своей, объявлений, гео, и Google сам автоматически создает эту умную компанию. И важный момент, реклама на Google картах имеет наиболее эффективность, когда целевой страницей рекламы является не ваш сайт, а профиль вашей компании на Google картах. Это очень и очень важно. Не отправляйте из этого типа компаний, из этого типа рекламы людей на сайт. Они не должны туда переходить. Они должны переходить на профиль на Google картах. А чтобы этот профиль их сконвертировал в покупателей, этот профиль должен быть подготовлен. То есть, если профиль пустой или не подготовлен, клиент просто уйдет и деньги на рекламу сольются. Поэтому вам важно что сделать?
Выбрать правильные категории, которые точно описывают бизнес. Добавить несколько дополнительных категорий. Дать четкое описание, 150-200 слов. Услуги, районы, ключевые слова, естественно, вписанные в это описание. Например, ремонт бытовой техники в Бостоне. Мы обслуживаем холодильники, стиральные и сушильные машины в районах Даунтаун, Бэк-Бэй и Саут-Энд. И таким образом у нас нужны нам ключевые слова: ремонт техники в Бостоне, ремонт техники в Даунтаун, они появляются вписаны в описание. Обязательно заполнить максимум атрибутов. Часы работы, когда выходные, когда праздники, оплата, если парковка. Множество людей забывает. Я часто консультирую предпринимателей, особенно в Соединенных Штатах, и они... смотрю на их профиль, говорю: а у вас что, парковки нет рядом с офисом? Говорит: есть парковка. А почему вы, говорю, не отметили, что у вас есть парковка? Да, как-то не подумали. Задаю встречный вопрос: а вы сами, когда едете куда-то к другому бизнесу, как клиент, для вас важна парковка? Говорит: ну конечно, где я машину поставлю? Ну, говорю, вот, для вас важна, а вы об этом клиентам своим не говорите. То есть максимум атрибутов. А если есть услуги, товары с конкретными ценами, даже не конкретными, а даже от $100, добавить это все в соответствующие разделы профиля. Обязательно телефон, сайт, мессенджеры, минимум 20 фотографий, реальных фотографий, фасад, интерьер, процесс, как вы работаете, команда, результаты, клиенты, товары. Все это повышает рейтинг вашего профиля и вероятность, что человек сконвертируется. Важно, фото не стоковые, скачанные откуда-то и не сгенерированные искусственным интеллектом. Google это идеально распознает. Реальные фото. Выйдите, сфотографируйте фасад, сфотографируйте, как вы работаете. Если это какой-то там товар производства, как вы его производите. Сделайте реальные фотографии. Это не так уж и сложно. Заполненный профиль – это залог конверсионной успешной рекламы. Пустой профиль – это просто тупо слитый бюджет. Я прерву это видео на 32 секунды, чтобы ты наконец перестал сливать рекламный бюджет. Под моим управлением было более $700 миллионов США в Google Ads, поэтому все инсайты проверены на практике. Я регулярно общаюсь с топ-сотрудниками Google, а сам являюсь официальным Google партнер. Мои ученики, предприниматели со всего мира, уже оптимизировали свои рекламные кампании, сократили расходы и увеличили продажи благодаря моим методикам. Эти стратегии работают для любого бюджета, хоть $500 в месяц, хоть $5 миллионов в месяц. Я приглашаю тебя применить эти же проверенные подходы. Переходи по ссылке в описании к этому видео и сделай свою рекламу по-настоящему эффективной. Отдельно скажу про отзывы. Отзывы — это та штука, которая прямо влияет на конверсию рекламы. Хорошие отзывы многократно усиливают рекламу. Как минимум 50 отзывов с оценкой 4,8, все, у клиента нет мыслей, он сразу звонит. 3 отзыва и оценка непонятная, или там 3 или 5, он просто уходит к конкуренту. Даже если 3 отзыва и все восхваляют вас, но их слишком мало. Просите сразу людей после получения товара или оказания услуги об отзыве, прямо в момент. Есть такое понятие дофаминовый всплеск. Когда вы только-только человека, например, постригли, у него: о, класс, я постригся. В этот момент просите об отзыве. И отзывы не просто: мне понравилось, а парикмахером была там Джоанна, все круто. Нет. Отзыв должен состоять и включать в себя ключевые слова. Клиенту сложно написать хороший отзыв. Попросите его в моменте: а напишите, пожалуйста, какую вы услугу заказывали, где и как вам понравилось. И чтобы этот отзыв выглядел как, например: отличный сервис по ремонту бытовой техники в Бостоне, я чинил машинку, там, не знаю, стиральную машинку Ariston, все было круто. Смотрите, в этот отзыв мы накачали ключевых слов, по которым в том числе Google карты будут ранжировать вас в органике в будущем. Важно, отвечайте на все отзывы, которые оставили к вам клиенты от имени компании, добавляя ключевые слова в ответе. Человек написал, например: спасибо, починили машину, все круто. А вы отвечаете: здравствуйте, действительно, ремонт коробки передач Toyota на вашем автомобиле был для нас вызовом, с которым мы успешно справились и рады, что вам помогли. Ключевое слово «ремонт коробки передач Toyota» станет вашим ключевым словом для показа на Google картах. Всегда об этом помните. Важно правильно реагировать на негатив. Спокойно предложить решение, не спорить. Всегда помните важную формулировку. Значит, когда человек пишет негатив, ваш ответ на этот негатив — это не ответ этому человеку.
это ответ тысячам других людей, которые будут читать этот негативный отзыв. И ваш ответ на него. Поэтому ваш ответ на негатив должен быть таким, чтобы тысячи людей, которые потом будут это читать, поняли, что клиент неадекватный, а у вас все хорошо. Если вы в ответ начнете его обвинять, угрожать, говорить, что он что-то не прав, забудьте, вся эта следующая тысяча уйдет от вас. Но если вы объясните аргументированно, почему этот клиент получил, что вы обещали, но что-то завышенное ожидание имел, та тысяча людей, которые будут это читать, подумают, ну, клиент специфический. Поняли, в чем идея? И никогда не отвечайте на негатив шаблонами. Особенно ваше мнение очень важно для нас. Мы обязательно примем действия, чтобы такого не повторялось в будущем. Это дает четкий сигнал всей той тысячи людей, которые будут читать этот негатив и этот отзыв, что вам абсолютно пофиг на клиентов, и вы просто отвечаете шаблонными фразами. Очень важно иметь так называемую постоянство, консистенцию в имени, адрес, телефона. Они должны быть одинаковые везде. Google умеет сравнивать данные на разных площадках. Если у вас разные адреса на сайте, на какой-то доске объявлений, или разные имена, или разные телефоны, это снижение доверия, понижение вас в органике и повышение цены клика в рекламе. Проверьте перед запуском рекламы, одинаковы ли у вас название, имя, телефон, адрес на Google бизнес профиле, на вашем сайте, в разделе контакты и в футере, на Фейсбуке, в Инстаграме, в каталогах, там Yelp, Yellow Pages, Angie и так далее. Одинаковые вплоть до точек и запятых. Google, он как машина сравнивает, одинаково, не одинаково. Кроме того, используйте локальные цитаты, упоминание вас на других сайтах. Если вы пишете где-то отзывы от имени своего бизнеса, используйте его название. Зарегистрируйтесь в каталогах. Это все усиливает вашу репутационность в Google картах. Почему? Потому что Google, он старается, чтобы на картах оставались только компании, которые дают качественные услуги для клиентов. Представьте себе, если Google бы пускал всех подряд на Google карты. Как бы было бы нам с вами возможно этим пользоваться? Представьте себе, открываете Google карты, вводите ремонт техники, а там 1000 точек. Нет, там только самые те, которые Google проверил, и он выдает их выше всего. Поэтому усиливайте органику, это снижает стоимость рекламы. Кроме того, помните, что активный профиль это дает вам ниже стоимость клика и выше органические позиции. Обновляйте каждую неделю, добавляйте какую-то фотографию вашего товара, вашей услуги на не только Facebook, Instagram, но и в Google My Business. Это сигнал Google, что бизнес работает. Добавляйте фото там интерьера, фасада, людей за работу, реальные фото. Добавляйте видео, например, как вы запаковываете, как человеку оказывают какую-то услугу, как человек там забирает машину из автосалона. Снимайте просто это на телефон и, например, ваша команда опубликовала в чат видео, как вы там финально новый там дом построили или новый садовый офис построили. Короткое видео в Google My Business тоже. Кроме того, в Google My Business у вас есть возможность создавать публикации. Делайте несколько хотя бы постов в неделю. Акции, услуги, кейсы, ответы на вопросы, что угодно. В посте добавляйте кнопку «Позвонить», «Записаться», «Перейти на сайт», и вы увидите, что даже из этих постов к вам будут приходить люди. Многие недооценивают Google My Business и считают это, раз на всю жизнь настроил и забыл. Нет, это живая система, подкармливая которую вы будете получать результаты. Почему? Потому что 99% ваших конкурентов этого не делают. Они создали и забыли. Если вы будете правильно подпитывать Google My Business, он будет подпитывать вас клиентами. Итого, делаем выводы. Без рекламы продвижение в органике в 3-5 раз хуже. Органика это фундамент, реклама это поток клиентов, и они взаимоусиливаются с каждым шагом. Создается синергия. То есть вы готовите профиль плюс умные компании, $50-100 в месяц, и у вас синергетический рост эффективности. Результаты вы получаете моментально практически благодаря рекламе. И в данном случае реклама это инвестиция, которая окупается первым же звонком. Друзья, заполняйте профиль, запускайте умные компании и получайте клиентов.